А в этом выпуске мы посетили музей легендарного футбольного клуба River Plate, а также я осуществил свою мечту и сходил на топовый аргентинский футбол. Поставьте лайк этому выпуску прямо сейчас, чтобы не отвлекаться, и приятного просмотра! Ребята, всех приветствую. Ола, buen día, buenas tardes. В моем случае это когда после полудня, типа добрый день. Значит, у нас все хорошо. В принципе, на это можно было бы и заканчивать, но нет, будут подробности. Значит, во-первых, хозяин нашей квартиры поменял нам матрас и подушки, и плюс согласился на продление квартиры без агентов, что, в принципе, нас очень устраивает. Агентскую комиссию мы с ним поделили пополам, вот, но раз он, типа, будет получать больше, я попросил его поменять матрас с подушками, потому что, ну, очень хотелось. И он, в принципе, идет к нам навстречу всегда. Вот, мы с ним подпишем полугодовой договор и будем жить здесь еще как минимум до начала января. Нас это максимально устраивает. Что еще из последнего? Любин бизнес по доставке продуктов, овощей и фруктов с оптового рынка обрел он, во-первых, название «Мама Лама». Очень милое название. И самое главное, обрел сайт, моими руками сделанный. Вот ссылочка, можете посмотреть, как выглядит. В общем, сделал я ей удобно и, главное, функционально, потому что раньше они вручную заводили все заказы, а теперь это можно делать самим покупателям, как в нормальном, обычном интернет-магазине. Вот, надеюсь, у них сейчас еще лучше все попрет. Вообще, да, на этой неделе было очень много работы по всем разным проектам. Я каждый день вообще очень много времени этому посвящал. Очень много времени, но и результат соответствующий. Вот, у меня там в работе есть от маленьких бизнесов по доставке продуктов до крупных федеральных сетей. Не буду говорить, каких. Вот. Помимо этого мы периодически ходим гулять. Сходили в больницу, сделали ежемесячное обследование для Теоны. И она уже 70 сантиметров, 8 килограмм 300 грамм. Все хорошо. Сегодня мы будем пробовать, что такое прикорм. Сегодня Тея попробует впервые что-то, кроме маминого молока. Давай еще попробуй. А малышке-то, похоже, понравилось. Она что-то прям улыбается. Вкусненько тебе, малыш? Классно, да? На ПП уже. Такая еще маленькая, а уже на ПП. Классно? Ну все, обратного пути нет. Теперь надо будет кормить ее чем-то человеческим. В общем, еще один голодный род в семье. Ребята, для меня сегодня особенный день. Сегодня, я так подразумеваю, свершится моя мечта. Я хотел попасть на большой футбол, побывать на стадионах Монументаль и Бомбонера, где играют самые топовые команды. Сегодня иду на Монументаль. Мне в этом помог один мой подписчик. Помог организовать покупку билетов, потому что это большая проблема. Но и за, конечно, нехилый такой прайс, $60, я наконец-то попаду на стадион. Разочек надо посмотреть, да и вам показать. Здесь перед матчем выставлено очень много фудтраков. Можно купить любую в целом еду. Также очень много народу пьет фирменный коктейль Fernet Cola. Отрезая верхушку бутылки, заливают колу, естественно, заливают туда Fernet, и получается супер коктейль. Вот. Но это коктейль молодежи и футбольных фанатов.
Вот. У меня вот профессионал в этом деле все рассказал. Ну, сегодня начало сезона у нас тут, второго сезона в этом году, поэтому будет крутой матч, я уверен. Вот. Сейчас знакомый, так скажем, проведет меня. Я так понимаю, что под чьим-то чужим именем. Вот. Ну, схемы, потому что просто так туда не пройти. 3 кордона, и в том числе проверки клубных карт, которые, конечно же, у меня нету. Так, ребят, прошли первый кордон. У меня есть карточка участника клуба. Дальше еще парочка проверок. Vamos! Ребят, третий прошли. Я Уолтер Оскар Гонсалес. Вот, все хорошо. No. Как так вышло-то, я не понял. Я думаю, у него просто был лишний, он говорит, ну, вы, наверное, вместе хотите. Я говорю, блин, я на Центенариум, сказал я, его сейчас у меня билет. Он говорит, ну, я просто, видишь, он только тараторит, я его понимаю с трудом. Но если исходить из того, что мы предполагаем, наверное, он говорит, давай тогда, да, я тебя проведу, не вопрос. Это просто охренеть, если честно. Здесь сколько? 86 тысяч зрителей. Официально, но неофициально, я думаю, там тысяч на 10 больше, ну на 5 точно. Ребят, 90 тысяч зрителей. Это просто нечто. Мы еле протиснулись сюда. Здесь была такая толкучка, там где был вход в туалет, это было просто нереально. И еще сверху кто-то водой вот так поливал, поэтому я весь мокрый. Но, ребята, масштабы просто невероятные. Очень много людей. И все поют. Patricios, a cargo de su director. Se retira con el número 14. ¡Vamos! Ну что, ребят, 1-0, 1-0. Мы на фанатском секторе, вокруг нас все поют. Я только не понимаю, что, но очень красиво поют. И атмосфера, конечно, просто потрясающая. Очень много народу, и нравится, как все эти люди в одном порыве скандируют, хлопают, радуются, расстраиваются. В общем, это футбол. Andata, puto!
Первый тайм закончился, как только прозвучал свисток, все тут же просто взяли и сели на ступеньки. Такая вот традиция. Никто не уходит с трибун, все тут же занимают места и сидя ждут начала второго тайма. Ребят, ну и дабы составить полную картину про футбол, про клуб, мы решили сходить в музей Ривер Плейта, естественно, на стадионе Монументаль. Ну что, в кассе можно спокойно купить билеты, цены разные для всех. Я сюда иду с карточкой члена клуба, поэтому лично для меня чуть дешевле. В целом, ну, на данный момент 13 600 стоит экскурсия с посещением стадиона и 6 800 конкретно для резидентов клуба, для тех, у кого есть клубная карта. Не спрашивайте ничего, так надо. Мы идем в музей и после этого наконец-то идем на стадион, но с экскурсией. Ну что, ребят, вот такой интересный музей, где можно посмотреть прям по десятилетиям, по эпохам, что Ривер Плейт выигрывал, какие были важные моменты и что происходило в стране, то есть какие-то детали этого периода. Вот такая, собственно, такой таймлайн, такая линия времени, выраженная вот в этом коридоре с комнатками, в которых выставлены как раз знаковые события десятилетий. И завершается это все, конечно же, комнатой, где выставлены трофеи, кубки разные, с разных соревнований, с разных чемпионатов. И возглавляет это все, конечно же, какой? Кубок Либертадорес. Вот он. Удивительно, да, какие раньше были скамейки, и сейчас ведь вообще все убрали, этого вообще ничего нет. Зато влезает больше людей, и можно как-то не скучно сидеть и засыпать там, а действительно весело провести время. И хорошо видна история клуба в его логотипах на протяжении всего времени. Оказывается, очень много раз логотип менялся, хотя на самом деле, вот, ну, на первый взгляд, вроде бы все похоже. Вот, музей мы посмотрели, ну, на самом деле, интересно. Особенно было бы интересно, зная испанский язык хорошо, понимать все. Но даже из того, что мы увидели, в целом, о чем говорит этот музей? Могущество, величие, большая история. Вот. Ну а мы пойдемте посмотрим на стадион изнутри. Ну что, мы пришли на стадион, нас завели сразу на второй этаж. Это нижняя трибуна, есть трибуны средние и верхние. На нижней трибуне нам рассказали много всякой интересной информации, с которой я, дай бог, 10% понял. И сейчас мы идем уже вниз по трибунные помещения. Вот, в общем, теперь можно увидеть весь Монументаль абсолютно пустой. Кстати говоря, я когда был на матче, я был именно вот на той трибуне. А стадион здесь действительно был не с самого начала такой, он немножко перестраивался, потому что вот это место, где мы находимся, это была беговая дорожка. И
это трибуны, тоже раньше не было. Это был стадион многофункциональный для разных видов спорта, и только потом, совсем недавно, его переделали в только футбольный, заложив несколько трибун еще снизу и убрав здесь беговые дорожки. Вот, теперь здесь только футбол. На самом деле стадион гигантский, но чувствуется это именно в момент футбола, когда здесь много народу. Сейчас это просто чаша стадиона, где кресла, но вот именно вся мощь, вся энергия, естественно, тогда, когда здесь матч. Ну и пора нам идти в подтрибунные помещения. Вот именно такой выход на поле видят футболисты перед каждым матчем. Здесь энергетика прямо заряженная. Каких тут только звезд не было. Ну и, кстати говоря, певцов и артистов тоже. РХЧП выступали здесь же. Тейлор Свифт тут же. В общем, все звезды здесь. Ну что, ребят, мы в святая святых. Массаж, шкафчики. Я думаю, что это та самая святая святых клуба, это раздевалка, но если это так, то это очень плохо выглядит. Ребята, ну, я, по крайней мере, был на стадионе клубов «Зенит», еще на старом, на Петровском, и на арене открытия, но, ребят, это вообще другой уровень. Это разминочная площадка, ну, такая тренировочная, видимо, мячик понагонять, потому что здесь как раз покрытие искусственная трава. И, ну, вы видели, значит, еще одно помещение с массажным столом. Но массажный стол такой уже, конечно, виды видал. Но это удивительно. Ну, я только сейчас у сопровождающего нас охранника узнал, что это была гостевая раздевалка. В раздевалку Ривера посетителей не пускают. Ну что ж, ну такая себе, конечно, гостевая. Видимо, сразу сбить моральный дух просто с соперника. Ну, в общем-то, и все. Экскурсия подошла к концу. Я бы, конечно, сказал бы, что мне было бы интереснее, если бы я лучше знал испанский язык, но в целом было ничего так. По крайней мере, сложилась полная картина про клуб, про футбол. Мы посмотрели на стадион внутри, снаружи, побывали на матче, заглянули в святая святых и даже зашли вот в этот магазин. Кстати, футболочки фирменные там стоят 90 тысяч песо, а пуховик 260 тысяч песо. Ну вот нолик уберите, будет в рублях. 2 нуля уберите в долларах. Вот примерно так. Короче говоря, место отличное. Это все-таки религия аргентинская, футбол. Поэтому надо было сюда сходить и обязательно оценить, посмотреть и показать вам. Ребят, если выпуск понравился, зарядите, пожалуйста, сочный, мощный лайк, потому что этот выпуск мне дался, на самом деле, довольно тяжело. Он занял очень много времени на съемку, на монтаж, и он был очень затратный финансово. Поэтому хотя бы лайк, ну, если вдруг захотите поддержать канал донатом, пожалуйста, все реквизиты есть. Спасибо вам, что были с нами, со мной, с Дашей, вот. И если вам нравится Аргентина и аргентинский футбол, конечно же, приезжайте, здесь классно.